Алоха. Ну что, давайте прослушаем акустику Akira HTA 101 FS. Вот эти вот красивые китайские колоночки. Слушать их будем в том состоянии, в котором они ко мне попали. Единственное, что я пока что сделал, это приклеил вот эту вот нижнюю подошву. И то, скорее всего, все без толку, ведь целый тюбик туда всадил, а она все равно шевелится. Момент дристал немножечко не для этого, видимо. По дефектам акустики в этой колонке, что интересно, в фильтре отвалилась центральная катушка, и она одним концом валяется внизу колонки, то есть вот так это она размоталась. Во второй колонке внутри все нормально, но, внешние, дефекты. Кстати, фильтр в этой акустике вот такой вот. Вот эта катушечка, она отвалилась, она воздушная, вот эти две с сердечником, 4 электролита, какой-то резистор. И вот выходят провода на все динамики. Так, на слух басовик, который расположен на боку, он как будто бы играет полную полосу, и это мне очень не нравится. Особенно мне это не понравилось, когда я подключил только одну колонку, потому что, вы представьте, когда этот динамик захватывает какую-то часть средних частот, и они играют в бок вот так, и вот среднечастотники, которые играют вот так. И когда ты вот так вот по диагонали сидишь, ползаешь вокруг колонки, начинаешь слышать какой-то ужас. Но в то же время, когда ты вот так вот на расстоянии 1-1,5 от них садишься, даже от одной, то да нормально как бы. И в принципе, вот скажу так. Кстати, интересно, а видно ли со вспышкой, что один из динамиков от пыли протерт, а остальные нет? Вот из вот этих вот 4 один протерт. Если вам видно, какой из них протертый, напишите. Интересно. Еще китайский гений проектировал эту акустику, в кавычках. Здесь на басовиках ППУ подвесы, а на середине резина. Не наоборот. И не ППУ на всех. Зачем? Не знаю. И сразу вам скажу, что есть разница между тыловыми колонками и вот этими. И мне поначалу показалось, что маленькие из этого же комплекта даже играют чуть-чуть лучше, но с нюансом. В этих, вот с таким фильтром, высокочастотники играют так, как это надо. А в тех колонках с фильтром первого порядка, конденсатором на 2,2 микрофарада, пищалку надо чуть-чуть подзадирать, там они как будто бы играют тише, а здесь прям так, как надо. Хотя динамики абсолютно такие же. Кстати, я тут листал Авито и видел колонки BBK. На вид в них абсолютно такие же пищалки, но не факт. Эти колонки сейчас будут играть немножко по-разному, я уже сказал по какой причине. Катушка в фильтре. Повлияло это, то, что она одним концом отвалилась, отпаялась из схемы, повлияло это так, что вот в этой колонке высокочастотник играет тише, прям заметно тише. Ну и давайте что-нибудь послушаем. Ах да, забыл показать совсем. Вот наклеечка. Вот терминалы. Я подключил бананами. Мне давно уже пора было закупиться такими штекерочками. Быстросъемные провода мне жизненно необходимы. Также можно видеть здесь бямпинговые перемычки, которые почему-то не снимаются, даже если все гайки открутить. Ну и фазоинвертор снизу. Я почему это видео решил снять? Наперед вам скажу. Я когда послушал только одну колонку, мне не очень понравилось. Особенно вот то, что басовик слишком высоко играет. А средник как будто бы слишком поздно начинает. Или это из-за басовика так кажется. Я в этом
в создании кроссоверов, фильтров, в настройке их я ничего не понимаю, но просто на слух, как я это понял, говорю. В общем, когда одна колонка была, мне не очень понравилась, а когда я подключил их вместе, и басовые динамики стали расположены симметрично в разные стороны, также можно их поменять местами, чтобы они были в центр. Ну, короче, когда колонок стало 2, это уже совсем по-другому ощущается, и мне даже понравилось. Ну что, давайте слушать. Насколько хватит заряда, интересно. Так, кстати, тембр низких частот в плюс 6 из 12. Тут минус 12, плюс 12. Тембр ВЧ нули. А издалека такое ощущение, как будто тут пищалка вообще не работает. Хотя она работает, но тише. Ух ты. А с подключением второй колонки и бас появился. Возможно, попозже будет прослушивание после доработки, если она вдруг случится. Хотя, ну так и так будет. Тут надо вот к этой колонке руки приложить. Забыл сказать. Попозже скажу. Ладно, слушаем. Дальше. Давайте я поближе к басовику поднесу телефон, чтобы вы поняли, как здесь они играют, насколько высоко. Кстати, блин, а первый раз такая фигня, когда подключаешь одну колонку, не нравится, когда подключаешь обе колонки, нравится. Вот, клянусь, я сейчас одну слушал, я негодовал мысленно, типа, а что так плохо-то? Сейчас подключил вторую, и даже при всех косяках, а я вам все косяки еще не сказал, нормально, реально нормально. I'm talking to you.
Ух. О, а вот и дефекты колонки одной проявляются. А, не получится скрыть. Ладно. Помолчи пока. Только одну. Сейчас я отключил дефектную. Вот реально, вот тут, когда динамики на бок низкочастотные, неполноценно одна колонка звучит без второй. Даже сейчас. Я не знаю, как это работает. Бас не тот, чего-то нет как будто. А вместе все есть. Я когда джаму включал, не было такого эффекта. Я думаю, вы уже поняли, что не так с этой. Чтоб не дребезжало, чуть-чуть убавлю. О, вот это хорошее. Ну-ка, давайте-ка. Вот это все. И вот из этой колонки. Это все, что в ней было, блядь. Это, дай бог, вот сюда вот в среднечастотную камеру хватило бы, а это в низкочастотной камере было. Причем оно даже не приклеено, оно даже не прямоугольное, просто обрезок вот такой вот бесформенный. Оно просто скомкано было, лежало. Ну, в принципе, все как в советских колонках. На отъебись сделанное. Ну что ж, хочу подвести промежуточные итоги. Для начала хочу сказать следующее. Своих денег однозначно они стоили. Однако, такого рода покупки годятся только таким странным личностям, как я, которым всегда в радость что-то доделать, доработать, привести в порядок. Если покупать просто как потреблять, как обычный рядовой человек, это покупка не очень. Возможно, кстати, этот комплект приходили смотреть и разворачивались и уходили, потому что тут есть реально до чего докопаться. Во-первых, давайте с самого низа начнем этих колонок, до чего здесь можно докопаться. Вот в такого рода акустике, видимо, во всей очень слабо приклеивали фазы инвертора. Его буквально можно вытащить руками.
А что это значит? А это значит, что при перевозке, если дома дети, если еще чего-то, он может чуть-чуть выдвинуться, и колонки начнут греметь, хрипеть, дребезжать, и вы не будете понимать почему. Также проблема еще фазиков в этой акустике. Попробую показать. Вспышку я включить не могу. Показать не получится. Там есть решетка. Такая очень-очень крупная, причем решетка, она явно сделана для того, чтобы дети не напихали мусора, но в эту решетку пролазят взрослые пальцы, поэтому смысл ее непонятен, ее надо спиливать, потому что она может портить звук. Но если реально доводить до ума эту акустику, нужно крепко вклеить фазики, спилить нахрен эти решетки. Вот этот синтепон можно положить в среднечастотную камеру, вот сюда вот. Причем, кстати, в одной колонке, вот он, я его нащупал через фазик, а вот в этой колонке я его, по-моему, вообще даже не нащупал. Или наоборот. Ну, я не думаю, что настолько все плохо. Мне кажется, они просто эти куски лежат по-разному, потому что они вообще никак не зафиксированы. Короче, нужен целый рулон синтепона, чтобы обклеить стенки, все боковые, потому что корпуса не очень толстые. Давайте тест на бубнение. Нормально. Кстати, еще хочу с вами посоветоваться в комментариях. Можно ли синтепон заменить на обрезки автомобильной шумки, если я ее где-то найду? Она и утяжелит, и вот такого вот эффекта не будет, мне кажется. Вот, чем ниже, тем звонче. Потому что здесь перегородка, она придает жесткость. Хотя там снизу и чуть выше тоже есть распорки. А смотрите фокус, кстати говоря. Вот вторая колонка. Нормально. О, слушайте, даже слышно. Звонче. Теперь смотрите. Нормально. Опа. Пустота. Вот тут пустота, вот тут нормально. Это либо брак, который проявился при транспортировке спустя столько лет, либо, не знаю, короче... Здесь даже... А тут... Вот. Во! Слышите? Короче говоря, вот причина дребезжания этой колонки. Здесь нужно всю среднечастотную камеру, короче, проклеивать. Вот минус такой акустики дешевой, а-ля Akira BBK или Tax, какие-нибудь Cortland, Sven Audio, возможно, туда же. То есть бюджетные домашние кинотеатры, вот эти всякие, они... еще, по-моему, AV, как оно произносится, есть. Top Device. У них у всех, как и у комповых колонок, не очень крепкий клей. И при определенных условиях может неудачный экземпляр попадется. Может, вовремя 5%. Может быть, например, условия эксплуатации не очень. Вот, например, эти колонки все обкоцанные. Не знаю, может, об них спотыкались, может, их носили туда-сюда. Вот. И они еще транспортной компанией, кстати, ехали. Причем вот эта колонка как раз-таки, в ней и катушка отвалилась, и отвал стенки, получается, сразу. А это вся целая, но у нее был отвал подошвы. Странно. А мелким колонкам с сурраундным тылам вообще все пофигу. Также, кстати, из того, что я еще заметил, в обоих колонках провода, которые идут из большой камеры в маленькую, звуковой в смысле, то есть через перегородку, они никак не зафиксированы, либо, опять же, клей, который был намазан, он просто, развалился. То
То есть это тоже не герметично. То есть этим колонкам что надо? Вот есть, есть чел один на ютубе, то ли Дмитрий, то ли как его, на рыжем диванчике такой обзоры снимает. Точнее, доработки подобной акустики. Вот он очень любит фильтры полностью переделывать и так далее. Мне кажется, для этих колонок это лишнее. Но герметизация и... Как она называется-то? Да блин, а! Как, сука, называешься-то, блядь? Ладно, назову это шумоизоляция. То есть промазать все стыки, особенно простукать, и вот где плохо, там посильнее промазать и обклеить либо шумкой какой-нибудь, либо синтепоном. Вот это точно им пойдет на пользу. А, причем, кстати, что забавно-то, динамики-то в этих колонках неплохие. Корпуса, они хоть с виду, может, и тонкие, но общий вес колонок-то, в принципе, не маленький. Они, может, немножечко полегче джаму будут. То есть они, наверное, где-то по 13, 14, 15 кило каждая. Потому что, мне кажется, бывают столбы и 9 килограммов, 9-килограммовые, то есть, ну, прям совсем легенькие. То есть это не самый конч, а если приложить к ним руки, то это будет хорошая акустика. А главное, ну, вот лично мне их внешний вид симпатичен. Хотя материалы у них, ну, самые обычные. Вот эти вот кружочки. Это обычный пластик крашеный. Мордашки у них, ну, такие полуглянцевые. Лаком покрыты. Прикольно. Но, сука, на этом лаке уже есть дефекты. Пленка по бокам. Ну, пленка как на столах, на шкафах, на мебели. Ну, нормальная пленка и пленка. Лишь бы не отколупывалась, не отслаивалась. А вот насчет этого, кстати... Так, на какой это колонке-то было? Во! Как с ними обращались. Какая-то мазня. Ну и все в таком духе. Так что, вот после всего этого, я надеюсь, вы теперь понимаете, почему подобная акустика бывает, что стоит прям очень дешево. Хотя некоторые продают их по ценам наравне с какими-нибудь начальными Ямахами, там, типа NS50. Но за эти, например, 15 тысяч за набор, они тогда должны быть сразу сделаны, либо не доведенные до вот такого состояния. Я же напомню, что мне вот это все досталось за 3000. Вот эти две колонки, стойки и задние колонки с этого комплекта, и вот точно такой же усилитель Акира и еще сабвуфер Swan Audio. А, и провода еще соединительные, медные, акустические, кстати. Ну, обычные, но много. Один провод я намерил метров 15, второй, наверное, метров 10. И коротенькие на фронтальные колонки. Вот, кстати, они сейчас подключены не к родному усилку, а к Акире другой модели, отличающейся на одну циферку. Так что считайте, что это был тест в полном стоке. Ну, потому что кишки у этих усилков абсолютно одинаковые. Вообще, как по мне, если вы рукастый, вы любите что-то там делать с акустикой, но не в плане уродовать, колхозить, то вот подобное приобретение это очень хороший вариант повозиться, тряпочкой протереть все динамики, выдавить сетки там, я не знаю, если есть желание с нуля собрать кроссоверы, фильтры, зашумить корпус и по итогу получить акустику, возможно, даже лучше, чем она вышла с конвейера. Хотя, а почему бы и нет? Ну, по-моему, вот у того, который на рыжем диванчике, что-то подобное, может быть, даже и получалось. Причем, кстати, вот реально, я там смотрел некоторые видосики, вот эти колонки, это не самый плохой пример вот такого Китая. Реально, даже перегородки есть внутри. А вот Сталкер с его кентом, аудиофилом, снимали там, что умеют Джамо, не помню какой модели, которые светлые, не 608, а подешевле. Ну, вот эти колонки,
так, с виду, если не смотреть на шильдик, бля, они внутри серьезнее выглядят, чем те Джамо. Вот так вот. То есть там столбы с фильтром первого порядка. Только кондер на пищалку. Ну, тут вот такой вот, вы видите, какой тут фильтр. Какой-то третий порядок, наверное. Или второй. Катушка, резистор, кондер. Третий, наверное. Ну, вот хромает герметичность и культура сборки, может быть. Если, блин, например, в мелких колонках в одной на низкочастотном динамике зафиксирован был только один винт, 3 остальные сорваны. Непонятно. Но все равно, знаете, лично мое мнение, но вот с этим вот возиться сильно приятнее, чем с советской акустикой. Здесь не будут перепутаны провода, здесь все как-то более аккуратно, даже несмотря на то, что это может быть менее качественно, как-то все более понятно и более аккуратно. Тут вряд ли будет такое, что ты разобрал, собрал, стало сильно хуже или просто хуже. Тут скорее будет так, что ты разобрал, исправил то, исправил это, собрал и кайф. Вот вы слышали, даже в таком состоянии, как они сейчас играют, вот мое мнение, если вы не подготовленный человек, у вас был музыкальный центр или домашний кинотеатр с мелкими колоночками, с вот этими вот рельсами или лыжами на круглых подставочках, ну, короче, с палочками или с мелкими сателлитами полочными. Я думаю, послушав это, вы скажете, мне нравится. А если начать сравнивать там с JBL, Yamaha, Jamo и прочими, то, конечно, прикопаться можно. Вот я тут и прикапываюсь к ним, потому что я начал с более высокого уровня и чисто для себя, из любопытства, решил попробовать это. И я вам скажу, ну, они меня не разочаровали. Так что покупать такое можно, но осторожно и с проверкой, и готовьтесь торговаться с аргументами, почему вы торгуетесь, если вы пришли и заметили вот такое. Ну, а на этом, пожалуй, пока что все. Всем удачи и алоха.